Пока вы вспоминаете о прошлом или мечтаете о будущем, вы упускаете драгоценное время настоящего. Очень важная и отрезвляющая цитата. Но кто из нас действительно умеет ценить момент здесь и сейчас, а не проживать его на автопилоте? Осознанная жизнь – это результат долгой и кропотливой работы над собой. Давайте разберемся, как обрести осознанность и взглянуть на мир немного по-новому. Что такое осознание и что значит осознавать? Осознанность – это способность человека мысленно и физически прочувствовать настоящий момент. А это значит концентрировать внимание на деятельности или созидании чего-либо, понимать степень важности дела и не переключаться с первостепенного на второстепенное, чувствовать свое тело и понимать его потребности – голод, дискомфорт, боль, усталость и так далее. Осознанно испытывать эмоции, понимать, когда вы раздосадованы, когда находитесь на взводе, когда подавлены и так далее. К этому же пункту можно отнести умение не осуждать себя за отсутствие нужных и уместных эмоций, не выносить оценочных суждений. Осознавание себя как уникальной личности среди множества других неповторимых людей избавляет от желания навешивать ярлыки, давать непрошенные советы и делать замечания, не терять уверенности в своих убеждениях из-за критики. Этот пункт вытекает из предыдущего. Некоторые бестактные персоны придерживаются позиции, что их точка зрения единственно правильная, а те, кто ей не соответствует, глупцы, не имеют вкуса, морали, не имеют достаточно опыта и так далее. Если вы осознанный человек, то вы априори не можете воспринимать такие выпады близко к сердцу. Вы понимаете? Мысль в голове другого человека – это всего лишь неосязаемая идея того, как вы должны выглядеть через призму его жизненного опыта. Это все значит осознанность. Звучит не так уж сложно, согласны? Но в условиях реальной жизни очень мало кто применяет эти правила на себя. Вспомните, сколько раз вы просто отключались на скучной лекции, сколько раз начинали смотреть в телефон на встрече с друзьями, когда интересный диалог не клеился. А как часто вы ловили себя на мысли, что за целый день не съели маковой росинки, только потому, что вы чем-то сильно увлеклись. Или ответьте себе честно, как часто на работе вместо того, чтобы заниматься действительно важными делами, вы читаете новости в интернете или играете в онлайн-игры. И если все это вам более чем знакомо, значит настало время обратить свое внимание на повышение осознанности и избавление от привычки прокрастинировать. Давайте разберемся, как развить осознанность. Тренировка осознанности не требует специальных условий или средств, вы можете практиковаться практически повсеместно. Разберем самые популярные способы и упражнения. Осознавайте рутину. Постарайтесь сконцентрироваться и прочувствовать те пустяковые повседневные дела, которые вы обычно делаете на автопилоте. К примеру, сосредоточьтесь на мытье посуды. Прочувствуйте, как теплая вода приятно согревает ваши руки, как легко губка скользит по тарелке, как вашим ногам удобно в мягких домашних тапочках. Прислушайтесь к звукам вокруг. Тиканью часов, пению птиц за окном или шуму дождя. Постарайтесь не отвлекаться на телевизор, музыку или смартфон. Первое время все вокруг будет казаться скучным, но вскоре вы привыкнете и сами не заметите, как то, что было для вас бременем, стало интересной медитативной деятельностью со множеством вытекающих плюсов. Позволяйте себе иногда уходить в себя. Как жить осознанно, если осознавать то, что происходит вокруг, совсем не хочется? К примеру, вы стоите в очереди в супермаркете. Перед вами ворчит пожилая женщина, требующая открыть вторую кассу или позвать администратора. Еще чуть дальше можно увидеть рыдающего и катающегося по полу ребенка, которому не купили конфет. Просто позвольте этому произойти. Примите, что ситуация не изменилась бы, если бы тут стояли не вы, а кто-то другой. Признайте свои чувства, даже если они деструктивны, и попробуйте от них отдохнуть. Сосредоточьтесь на собственном дыхании, делая глубокие и осмысленные вдохи и медленные выдохи. Это позволит вам быть лояльнее в любой ситуации и не выходить из себя. Проводите генеральную уборку в голове. Контролировать ход сознания поначалу очень сложно. В голову лезут случайные воспоминания, образы, размышления. Представьте, что в вашей черепной коробке целая огромная библиотека, а ваши неуемные мысли – это книги, которые нужно расставить по стеллажам, в зависимости от их тематики. Тревожные мысли и постыдные воспоминания можно представить в виде старой макулатуры, которую вы сортируете по большим мусорным мешкам и выбрасываете, или вовсе сжигаете. Возвращайте себя на землю.
Иногда бывает очень сложно долго заниматься одной и той же рутинной работой, особенно если душа требует творчества и разнообразия. Заметьте за собой, какие мысли вас отвлекают. Быть может, вы воссоздаете в своей голове несостоящиеся диалоги, пытаетесь подобрать более остроумную и хлесткую реплику. Или же вы фантазируете, как отдыхаете на диком пляже. Далее вам нужно подловить себя в тот момент, когда разум переходит из реального в фантазийный мир, и сказать: это все не настоящее. Я нахожусь здесь и сейчас, чтобы сделать свою жизнь лучше. И возвращайтесь к своей деятельности с чувством важности происходящего. Называйте свои эмоции. Как развить осознанность, если вы очень эмоциональная и нестабильная натура? Дайте своим эмоциям имена. Если вы чувствуете, как ваши размышления постепенно принимают негативную, раздражающую окраску, и вам становится не по себе, дрожат руки и потеют ладони, мысленно произнесите: «Здравствуй, тревога, это снова ты, я тебя узнаю». Именно осознание и принятие всей палитры чувств, даже негативных, способствует успокоению. Подавление же эмоций способствует только их нарастанию. Носите амулет осознанности. Если вы постоянно отвлекаетесь, носите с собой маленький предмет, который будет вам напоминать о том, что нужно собраться. Это может быть, например, браслет на руке. Попробуйте действовать по таймеру. Как стать осознанным, если вы испытываете перманентный стресс от того, что вы ничего не успеваете? Попробуйте ставить себе ограничения по времени. К примеру, если вам нужно доделать рутинную, но несложную работу с бумагами, включите на телефоне таймер на 20 минут и все это время сконцентрированно занимайтесь делом. Осознание того, что вы потратите на это всего лишь один маленький отрезок времени, очень мотивирует и воодушевляет. Самое главное понять: вы не сможете стать осознаннее всего за один день и даже за неделю. Это долгий процесс перерождения, требующий отказа от некоторых привычек и изменения жизненных приоритетов. Поэтому перестаньте отвлекаться. Ищите свою технику для практики осознанности. Не сдавайтесь. Если вам кажется, что упражнение не приносит результата, дайте себе чуть больше времени. Психика человека не компьютер. Ее нельзя перестроить всего несколькими действиями. Будьте методичны и настойчивы.